Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все устраивают праздничный ужин для малышки в особняке Коробеев и по очереди выражают свои добрые намерения. Наконец, госпожа Сабиха выражает свою благодарность, говоря большое спасибо за то, что приняли меня после всего, что произошло. Пока Харон заботится о молодых девушках, которые приходят в магазин, девочкам нравится Харон, и когда Ясмин упоминает, что одну из этих девушек определенно так украсил Харон, Севри замечает, что ей хотелось бы, чтобы ей нравился каждый покупатель, пришедший в магазин. Магазин. Госпожа Азади передает Дилану детскую одежду Барана и эмоционально рассказывает о детских воспоминаниях Барана и Гэжи Эйтен. Когда я сказала, моя Айтни не разлучила бы меня со своей матерью, мы бы сделали все вместе. Когда Дилан сказала, мы тоже можем сделать это вместе, госпожа Азади ответила, спасибо, моя дочь, я муж, теперь ты можешь ходить на рынки с молодыми людьми. Затем он говорит, сегодня мне не о чем говорить, но сегодня я здесь, завтра меня нет. Я хотел передать доверие моего Айтена, прежде чем умру. Когда Дилан говорит, что ты не должна сомневаться в том, что я позабочусь обо всех из них, Гэже Азади это нравится, и она говорит, не пропусти это, моя дочь. Наконец, он достает шкатулку для драгоценностей и говорит, вот она. Пока Ясмин ела торт с цеврией, она сказала, я оставила немного и для тебя. Харон спрашивает, ты думал обо мне, сначала ты подумал обо мне, а потом подумал об этом. Когда Ясмин дает ему торт и уходит, Харон задается вопросом, является ли это знаком. Джихан терпеть не может. Когда бабушка говорит, открой коробку, что в ней, он с волнением говорит, когда госпожа Азади открыла ее и родила моего барана, я положил ее на свою Айтен, и она понесла ее. Очень хорошо. Теперь, как жена хозяина Коробеев, твоя очередь нести это ожерелье, говорит она и протягивает руку Дилану, чтобы тот поцеловал ее, прежде чем отдать ей. Когда Дилан целует ей руку, госпожа Азади целует Дилана в лоб и дарит ожерелье. Дилан и Баран очень тронуты этим подарком и называют Дилана Баенагой. Господин Кудрет счастлив, что принес мир в особняк еще до рождения моего внука. Дилан просит Барана помочь ей надеть ожерелье. Когда госпожа Кадер говорит Гулю, видишь, ребенок Дилана уже смягчил Гэжу Азади, удачи и тебе, Гуль с улыбкой оборачивается и смотрит на Ферата. Джихан дразнит Барана, что он сделает все, что захочет, как только родится мой племянник. Вместе они молятся, чтобы у малыша был хороший характер. Когда Дилан начинает зевать, Бэрон говорит, что тебе нужно отдохнуть сейчас, но когда Дилан не хочет идти, Баран наклоняется к его уху и говорит, если ты будешь упорствовать еще, я обниму тебя на глазах у всех и отведу в комнату. Дилан убедился после этих слов, встает и благодарит всех за сегодняшний вечер. Затем они расходятся по своим комнатам, говоря, что я благодарен госпоже Азади, особенно вам, за то, что сочли меня достойным этого ожерелья. Я буду носить это ожерелье с честью и гордостью. Пока Харон и Цеври говорят о фильме, Ясмин слышит его и говорит, о чем этот фильм. Цеври объясняет, я предложила посмотреть фильм, и мы обсудили его. Пока Хасан проходит мимо и пытается поговорить с Сабихой, госпожа Сабиха говорит, что, конечно, тот, кто нанесет вред моей дочери или внуку, отныне найдет не только Барана, но и меня. Тем временем приходит госпожа Азади, отсылает Хасана, хочет поговорить с Гэжой Сабихой и говорит, что тот факт, что вы можете войти в этот особняк, это заслуга моего будущего внука и Барана, так что вы знаете, что я вас не простил. Госпожа Сабиха, вы правы, на вашем месте я бы вела себя как вы, может быть, я бы сделала больше, но Баран и Дилан меня поняли, надеюсь, вы меня однажды поймете, пожелаете доброго вечера и уйдите. Пока Дилан пытается съесть все, не зная, что есть, когда Бэрон говорит, ты еще не знаешь, чего хочешь, Дилан отвечает, что мне делать. Ребенок не знает, чего хочет. Бэрон, ты уже винишь в этом ребенка. Ты хочешь съесть все одновременно. Этого не может быть.
Он не позволяет ему съесть все, чтобы выбрать одно. Дилан снова не может решить, Бэрон злится, ставит их всех перед собой, говорит «давай, ешь» и позволяет ему. Когда Дилан почти давится всем, что кладет в рот, баран Дилан говорит, медлительный мальчик, он был удивлен тем, что произошло внутри, и наблюдает за ним с улыбкой. Пока поэт говорил с поэтом о том, что Сабиха и Ферат заплатят цену за свое предательство, пришел его отец и рассердился, сказав, какое ты наказание. Я сказал тебе держаться подальше от Карабеев, когда ты перестанешь быть для меня источником стыда. Когда отец Джавахира уходит от него, он злится и кричит, вы все поцелуете мою юбку, один за другим. Пока Дилан пытается снять ожерелье, Бэрон замечает это, подходит и снимает его. Затем он говорит Дилану, что очень важно, что моя бабушка передала тебе семейную реликвию моей матери, теперь она официально приняла тебя. Дилан говорит, я знаю, я буду беречь это ожерелье, насколько смогу, и постараюсь быть достойным Карабеев. Бэрон говорит, что ты все равно этого заслуживаешь, а Дилан кладет ожерелье в коробку и говорит, что сегодняшний вечер был прекрасен, все были счастливы, я бы хотел, чтобы так было всегда. Пока Бэрон говорит, не волнуйся, так будет всегда, Дилан смотрит на детскую одежду барана и говорит, что он все еще пахнет тобой. Они говорят, что очень счастливы иметь ребенка, очень любят его еще до того, как увидят, говорят, что хотят быть друг для друга очень хорошими матерями и отцами. Потом они говорят друг другу, что очень любят друг друга. Бэрон говорит, я сейчас вернусь, подожди здесь, и уходит. Пока Гуль сидит в их комнате с куклой, которую госпожа Айтон связала в детстве, приходит Ферат и говорит, красивый малыш. Гуль была моей единственной игрушкой, когда я был ребенком, ее сделала госпожа Айтон, она рассказывает об их диалоге в то время. Когда Ферат говорит, что их детство было очень трудным, у меня не было ни отца, ни матери, я был маленьким, но никто не мог заполнить эту пустоту внутри меня, пока ты не посмотрел на меня так, и я рад, что ты это сделал. Гуль кладет голову на плечо Ферата и засыпает. Ферат нежно кладет ее себе на грудь и откидывается назад. Пока Дилан сидит на кровати, Бэрон приносит поднос со стаканом молока в руке. Когда Дилан спрашивает, молоко ли это, баран настаивает, что с этого момента его будут пить каждую ночь. Дилан говорит, что вы оказываете на него давление, я могу о себе позаботиться. Бэрон не примет этого. С этого момента все у меня под контролем. Не пренебрегайте ни собой, ни ребенком. Иначе мы поссоримся. Он присматривает за вами, чтобы вы допили молоко. Пока Дилан спит, баран держит в руке телефон. Когда Дилан просыпается и желает доброго утра, это лучший способ начать день, Бэрон спрашивает, как он. Дилан говорит, мы трое вместе, и когда она быстро встает с кровати, баран говорит, помедленнее, не вставай так резко, у тебя закружится голова, предлагает ему сзади крекеры и говорит, что если вы съедите их перед тем, как встать с постели, вы не почувствуете тошноту. Бэрон читает статьи о молоке в интернете и показывает их Дилану, чтобы убедить его. Пока Ферат Гуль спит у него на груди, он нюхает и целует ее голову, и в этот момент Гуль просыпается. Когда Гуль просыпается, она говорит, я уснула, и мне жаль, если я тебя побеспокоила, а Ферат быстро встает, когда Гуль говорит, я давно не спал так хорошо. Когда она встает, она роняет ребенка на землю. В то же время они оба наклоняются, чтобы поднять ребенка, и их руки переплетаются. Роуз, этот малыш никогда не будет прежним, лучше оставить его себе и положить в ящик стола, чтобы я мог уважать его память. Джавахир очень зол и звонит Дилану, говоря, что он должен сделать все возможное, чтобы Шаир и проникнуть к Карабеям, думая, что в лучшем случае проект меня спасет. Когда Бэрон спрашивает, почему он звонит сейчас, Дилан отвечает, я не знаю, но я не буду отвечать. Работать с этим парнем Джавахиром. Когда Бэрон говорит, дайте мне знать, если он позвонит еще раз, Дилан не звонит, но если он позвонит, он говорит, что сообщит ему, и они встают с кровати, чтобы пойти позавтракать. Харун принес Ясмин печенье и кофе, и когда Ясмин спросила, что это, ты была чайной девушкой.
Харун ответил: «Вообще-то я люблю кофе». Ясмин очень подозрительно относится к Харуну и думает, что с этим человеком что-то не так, но посмотрим, выветрится ли запах в ближайшее время. Джевдет готовится навестить Дилана. Когда Дилан хочет помочь Гэже Кадер, госпожа Кадер не позволяет этого. Баран говорит, что Кадер прав, нет необходимости нести тяжелые предметы, а затем говорит: «Позвольте мне дать вам этот список, пока я не забыл». С этого момента Дилан приказывает людям из этого списка есть все, что написано на их часах. Дилан смотрит на список, и когда она начинает думать, что там только овощи, «Я вообще не люблю лук-порей», госпожа Кадер и господин Берн правы и говорят, что это необходимо и вам, и вашему малышу. Когда Баран звонит Гэже Сабихе и сообщает ей, что Джавахир звонил Дилану, госпожа Сабиха, должно быть, хочет восстановить свою репутацию в проекте. Когда я говорю: «Не волнуйтесь, я поговорю и решу этот вопрос», Баран отвечает: «Дайте мне знать, если это создаст проблемы». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.